Всем привет! Вы на канале о вязании Моток Декор. Меня зовут Света. И сегодня я расскажу, как связать вот такую очаровательную сумочку. Вот моя черная, ношу не снимая. Размер сумочки 15 на 13 и 7 сантиметров глубиной. Замочки ей подходят совершенно разные. Выбирайте, какой вам больше нравится. Для создания такой сумочки нам понадобится полиэфирный шнур 3 мм, примерно 130-140 метров. Также крючок номер 4, иголка с большим ушком, ножницы, маркеры и зажигалка. А из фурнитуры нам понадобится замок, 2 полукольца 20 мм, цепочка или вот такой гитарный ремень. Связать данную сумочку можно из любого другого материала, будь то шнур более толстый или, например, трикотажная пряжа. В описании к данному видео я оставлю ссылку на промокод для приобретения материалов со скидкой. В зависимости от выбранного вами материала размер сумочки может меняться. Также это зависит еще от плотности вязания. Выбирайте нужный вам материал. Желаю всем таких же красивых сумочек. Не забывайте подписаться на канал и давайте приступать. Вязание сумочки мы будем с вами начинать с основного полотна. Будем набирать с вами цепочку из воздушных петель. Я буду вязать сегодня из полиэфирного шнура 3 мм и крючком номер 4. Для сумочки размером 15 см в ширину мне необходимо будет набрать для своей плотности вязания 30 воздушных петель. Так как плотность вязания у всех разная, материалы разные, я рекомендую вам сначала связать образец из вашего материала, который вы подобрали для сумочки, и выявить нужное количество вам воздушных петель. Для начала нам необходимо оставить хвостик, который мы будем потом сшивать боковинки и основную часть полотна. Хвостик нужно оставить приблизительно метр-метр 20. Итак, я отмерила нужную мне длину, и теперь мы приступаем к набору цепочки из воздушных петель. Делается она очень просто. Для этого мы берем наш кончик, который был длинный, делаем из него вот такую петельку, он сверху, рабочая нить снизу. Далее крючком ныряем снизу в эту петельку, немножко подтягиваем и перехватываемся для дальнейшего вязания. Вот такая петелька у нас получается сейчас на крючке, и мы начинаем набор воздушных петель. Хватаем рабочую нить и протаскиваем ее через эту петлю на крючке. Так получилась наша первая петелька. Далее также хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Это вторая петелька. Старайтесь петли набирать равномерно, чтобы они были одинакового размера, достаточно плотные, то есть не растягивайте их, не делайте их слишком длинными, так как весь узор далее будет идти достаточно плотно, и чтобы наш край не был более широкий по сравнению с основным полотном. Поэтому старайтесь подтягивать петельки и делать их максимально плотными. Итак, я набираю 30 воздушных петель, и там мы с вами увидимся. Итак, я набрала цепочку из воздушных петель. Теперь я делаю еще одну петельку для подъема. И сейчас мы переходим к вязанию первого ряда. Весь узор будет вязаться обычными соединительными петельками. Провязывать первый ряд мы будем с вами за дальние дужки косичек. И приступаем к вязанию со второй петли от крючка. Первая, вторая. Ныряем с вами во вторую петельку, за дальнюю дужку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и сразу протаскиваем ее через петлю на крючке. Получилась соединительная петелька. Далее ныряем в следующую, также за дальнюю дужку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и сразу протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, хватаем, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Итак, мы идем до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда и провязываю последнюю петельку прямо в этот узелок, где у нас была самая первая петелька воздушная. В него прям ныряю и также провязываю обычный соединительный столбик, то есть соединительную петельку. Так мы связали с вами первый ряд. Теперь делаем петельку подъема, также хватаем нить и протаскиваем через петлю на крючке и разворачиваем полотно. Следующий наш ряд мы будем провязывать также за дальнюю дужку косички и будем нырять первая, вторая во вторую петлю от крючка. И будем провязывать также весь ряд обычными соединительными столбиками. Ныряем во вторую петлю, за дальнюю дужку, хватаем рабочую нить
вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Далее ныряем в следующую, также за дальнюю дужку, крючком хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Итак, мы идем до конца и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда и провязываю последнюю петельку, ныряю за дальнюю дужку, хватаю рабочую нить, вытягиваю и протаскиваю через петлю на крючке. Не забывайте провязывать все петельки. У меня было 30 рабочих петель, и так я иду, провязывая в каждом ряду по 30 петелек. Следите за количеством петель и не пропускайте. Далее мы делаем с вами также петельку подъема и разворачиваем полотно. Так мы связали с вами 2 ряда. Для сумочки моего размера мне необходимо связать 110 рядов, и каждый ряд мы провязываем обычными соединительными столбиками. Для наглядности покажу вам на полотне, как легко ориентироваться по связанным вами рядам. Итак, у меня вот уже есть готовое полотно. Чтобы не запутаться в рядах, каждые 2 ряда у нас образуют вот такую полосу. То есть вот 2 ряда, вот 2 ряда, вот 2 ряда. То есть ориентироваться можно по этим полосам. То есть всего для сумочки моего размера я свяжу 55 таких полос. Вот хвостик, который я оставляла, его удобно можно связать в обычный узелок, чтобы он не мешался во время вязания. Для сумочки своего размера я свяжу 14 полос для передней части, 9 полос для дна, еще 14 полос для задней части, 9 для того, чтобы крышечка у нас накрылась. И далее можно связать любое количество таких полосочек, нужное именно для вашей сумочки. Когда мы будем складывать сумочку, то есть у меня здесь будет 14, здесь 9, 14, 9 будет здесь, чтобы наша сумочка как бы закрывалась сверху. И далее уже остальные полосы я вяжу для того, чтобы у меня образовался клапан. Клапан может быть чуть ниже, чуть выше. Вы уже подбираете сами для своей сумочки. У меня это зависит больше именно от замка. В этой сумочке я буду использовать вот такой замок. То есть примеряйте по ходу вязания, где бы вы хотели видеть замочек на вашей сумочке. То есть выше или ниже, чтобы был клапан. То есть для такого замочка я свяжу именно 55 таких полос, то есть 110 рядов всего. И вот на этом месте у меня будет замок. Для вот такого замка, он более глубокий по посадке, я вяжу 57 рядов. Выбирайте уже, как вам больше нравится. Соответственно, и вяжите нужное количество вам рядов для клапана. Если ваша сумочка будет шире по размеру, вы определитесь, что у вас будет большее количество набранных воздушных петель, тогда равномерно увеличивайте ее также в размере. То есть прибавляйте ширину для донышка и также, соответственно, длину для всего полотна, чтобы ее хватило для закрытия сумочки. Ориентируйтесь уже на свой размер сумки и добавляйте нужное количество вам рядов. Старайтесь вязать узор плотно, чтобы петельки были одинаковой длины, чтобы полотно не играло в ширину. Не теряйте петельки, старайтесь периодически их пересчитывать. Для удобства сюда, как свяжете одну часть, вторую, третью, можно повесить маркеры для того, чтобы считать, сколько рядов вы уже связали. Предлагаю далее связать самостоятельно нужный размер полотна для вашей сумочки, и там мы с вами увидимся. Мое полотно уже готово. Я довязала вот последний ряд и последняя петелька. Теперь мы делаем петельку подъема, но мы уже не будем разворачивать полотно, просто мы вытягиваем ниточку и будем потом вот так прятать кончик, чтобы было не видно. А сейчас я покажу вам, как связать боковинки для данной сумочки. Вяжутся они, в принципе, точно так же, только мы набираем другое количество петель. На одной из боковинок нам также необходимо оставить хвостик 1,20 м, может чуть больше, в зависимости от размера вашей сумочки, для того, чтобы потом сшить его с основной частью полотна. Итак, я оставляю 1,20 м. И сейчас будем опять также делать воздушные петельки. Для моего размера сумочки я буду набирать 10 воздушных петель точно таким же способом. Вот наша первая петелька,
Далее хватаем рабочую нить, протягиваем, заново хватаем рабочую нить, протаскиваем. И так я наберу 10 воздушных петель. Итак, я набрала цепочку из 10 воздушных петель. Теперь делаю петельку подъема и начинаю вязание точно так же, как было на полотне. Старайтесь вязать точно такой же плотности, как было все ваше связанное полотно. Делаем также узором соединительными петельками. Ныряем во вторую петлю от крючка и за дальнюю дужку косички. Ныряем крючком, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. Итак, мы идем с вами до конца ряда. Я провязала первый ряд, довязываю последнюю соединительную петельку, делаю петлю подъема и разворачиваю полотно. Мой первый ряд готов. И теперь точно так же мы провязываем второй ряд, ныряем во вторую петлю от крючка и за дальнюю дужку косички. И вяжем точно так же обычными соединительными петельками второй ряд. Итак, я провязала второй ряд. И таких рядов в боковинке у меня должно получиться всего 28 или 14 полос. То есть столько, сколько мы с вами отмерили для стеночек нашей сумки, для передней и задней части. Напоминаю, что у одной боковинки мы должны были оставить хвостик, у второй боковинки хвостик нам не понадобится. Сшивать одну боковинку мы будем кончиком от основного полотна, а вторую боковинку будем сшивать кончиком, который мы здесь оставили. Итак, вяжем далее самостоятельно 2 таких боковинки, и там с вами увидимся. Итак, я довязала свою боковинку, провязала последнюю петельку, опять делаю петельку подъема и вытаскиваю ниточку, подзатягиваю. И сейчас вот эти кончики, все, что у нас короткие, мы будем с вами прятать. Они нам больше не пригодятся. Для этого нам сейчас понадобится с вами иголка с большим ушком. Мы вставляем кончики в иголочку, подтягиваем. А лицевая сторона у нас та, где у нас с вами торчат вот эти петельки, наша цепочка из воздушных петель. Кончик мы будем с вами прятать по изнаночной стороне. Подтягиваем ниточку и спускаемся прямо сюда вниз под петельки. Можно пройтись просто вдоль полотна, аккуратненько. Или тем способом, как вам будет более удобно. Подтягиваем просто и прячем так все кончики. Лишние потом просто обрезаем. Только кончик, который на клапане, мы его уберем в самом конце, когда уже доделаем нашу сумочку. Предлагаю это сделать самостоятельно, и там мы с вами увидимся. Итак, как только ваши все части готовы, основная часть и 2 боковинки, мы переходим к следующему этапу. Это у нас сшивание наших частей. Начинать сшивание мы будем с вами с боковинки, которая у нас без хвостиков, и будем ее пришивать вот этим кончиком, который у нас был оставлен для полотна в самом начале. Еще раз напоминаю, лицевая сторона нашего полотна — это та, где у нас с вами видны воздушные петельки, которые мы с вами набирали в самом начале. То есть кончик у нас сейчас с вами, когда вы держите полотно, с левой стороны. Значит, мы сгибаем сумочку вот так, чтобы видеть здесь воздушные петельки, а это будет наш клапан. Итак, приступаем к сшиванию. Сейчас мы берем наш вот этот длинный кончик, вставляем его опять же в иголочку с большим ушком и берем нашу боковинку. У нее тоже верх получается будут именно тот, который у нас виден с воздушными петельками, чтобы у нас края были одинаковыми. Теперь мы будем с вами делать сшивание и будем иголочкой цепляться за зубчики, которые у нас идут по краю полотна. То есть, если посмотреть на полотно, мы видим вот такие зубчики, как здесь,
так и здесь. Мы с вами сначала будем цепляться за верхние петельки, чтобы соединиться, и далее просто змейкой будем с вами идти, ныряя то в один зубчик, то в другой. Главное, следите, чтобы у вас никуда ничего не съехало. Удобнее развернуть полотно от себя, и мы приступаем к сшиванию. Мы находим на вот этой боковинке прям первую петельку, за которую можно нырнуть. Цепляемся. Подтягиваем весь наш кончик. И далее по ходу движения прям спускаемся в зубчик, который у нас уже на полотне. Он получается чуть ниже, чем это была петелька. Мы в него ныряем вот так иголочкой. И утягиваем всю нашу нить до конца. То есть вот такое соединение у нас здесь произошло. И теперь мы возвращаемся на боковинку. Также цепляемся за следующий зубчик, который у нас идет на этой стороне. В него ныряем. И также утягиваем ниточку. Подтягиваем. И у нас таким образом они как пазлики друг в друга вставляются. Теперь мы переходим опять к стороне, которая у нас на полотне. Ныряем за крайний зубчик. Прям следующий. И тянем ниточку. Все подтягиваем. И вот такое сшивание у нас происходит. Старайтесь, главное, не путаться и спускаться прям по очереди. Один зубчик, следующий зубчик на той стороне. Здесь зубчик, зубчик на этой стороне. Мы спускаемся. Вот все подтягиваем. И далее опять на этой стороне цепляемся в зубчик. И утягиваем ниточку. Далее возвращаемся сюда. Также хватаем за зубчик. И все подтягиваем. Следите, чтобы прям ряды наших полотен совпадали. Далее возвращаемся опять к основному полотну. И опять протягиваем ниточку. Все подтягиваем. И далее опять возвращаемся к полотну, который у нас боковинка. Хватаем за зубчик и протягиваем нить. Итак, мы идем с вами сюда до конца, пока не дойдем до низа. И здесь с вами увидимся, я покажу, как мы будем сшивать наше донышко. Итак, я подошла сюда уже к последнему ряду. Сейчас я ныряю за зубчик, который у меня здесь. Вот у меня маркер висит. Это мой 14 ряд. И теперь я возвращаюсь сюда к боковой части. И здесь я смотрю, что у меня в самом последнем этом ряду. У меня получается с этой стороны вот есть зубчик. Далее у меня идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петелек. И вот эта последняя еще петелька, это которая была петелька подъема, когда мы поднимались с предыдущего ряда. Вот за эту петельку мы будем сейчас с вами цеплять. Мы с этой стороны возвращаемся и цепляемся за петельку подъема. Протаскиваем ниточку. И теперь идем к нашему донышку по основной части. Здесь у нас вот этих зубчиков будет меньше по количеству, чем здесь петелек. Поэтому здесь некоторые петельки мы сейчас с вами пропустим. Итак, сейчас мы возвращаемся к полотну, хватаем следующий зубчик.
Протаскиваем нить. И здесь уже с вами сейчас идем вот в эту петельку следующую, первую петельку из этих 10 петель основных. Мы ее цепляем. Протаскиваем и сразу возвращаемся опять к зубчику на основном полотне. Протягиваем, все подтягиваем. Далее мы возвращаемся опять сюда, к боковинке, снизу прям ныряем в следующую петельку, петелька номер 2. И опять возвращаемся к зубчику на основном полотне. Подтягиваем. Далее получается третья петелька здесь. Подтягиваем. И далее опять к зубчику на основном полотне. Ныряем. Протягиваем. И теперь здесь одну петельку пропускаем. Номер 4, которая. И сразу ныряем в петельку под номером 5. Опять возвращаемся к зубчику на основном полотне. Подтягиваем. Теперь берем петельку номер 6. Подтягиваем. Возвращаемся обратно к основному полотну. Хватаем зубчик. Подтягиваем нить. И теперь здесь пропускаем петельку номер 7. И сразу ныряем в петельку номер 8. Подтягиваем. И здесь опять возвращаемся уже к основному полотну под зубчик. Утягиваем. Далее здесь петелька номер 9. И здесь следующий зубчик на полотне. Подтягиваем. И теперь здесь последняя 10-я петелька. И вот здесь остается последний наш зубчик. В 10-ю сейчас ныряем. И получается сейчас мы хватаем вот наш маркер. То есть это 9-я получается полоса по нашему донышку. И сейчас из 10-й петельки мы ныряем сразу туда на полотне в зубчик, в эту 9-ю полосу. Протаскиваем. И теперь сразу отсюда ныряем в наш зубчик, который у нас на боковинке. И теперь мы переходим к сшиванию задней части к боковинке. Вот мы цепляем наш, получается, здесь зубчик. И теперь здесь главное не ошибиться. Здесь мы должны сразу уже пойти цеплять зубчик, который у нас будет здесь первым после нашего донышка. Мы хватаемся за этот зубчик, протаскиваем нить, подтягиваем. И теперь в том же порядке начинаем опять нырять сюда к боковинке за зубчик. Протаскиваем. И возвращаемся уже к зубчику, который у нас на основной части. Также подтягиваем все и начинаем стягивать. Следите, чтобы ваши ряды не съехали и каждый ряд шел как положено. То есть они также должны будут схлопнуться, как и было на этой стороне. И здесь с вами увидимся.
Итак, я зацепила последний зубчик на основном полотне, как раз этот последний ряд, где был мой маркер. И теперь я подцепляю здесь на боковушке также последнюю крайнюю петельку, утягиваю нить. И теперь необходимо эту ниточку продеть там под петельками, под рядочками, внутри прям полотна и выйти здесь на 4-й полосе, потому что в этом месте мы сейчас будем сразу этой же нитью пришивать сюда наше полукольцо. Сейчас мы вот так с вами ныряем также просто под петельками и выходим приблизительно вот здесь на 4-м ряду. Итак, я вышла ниточкой, где мне надо было. И теперь мы будем с вами сейчас нырять на лицо, пришивать наше полукольцо. Отмеряем, где будет наше полукольцо. Она будет пришиваться между как бы 3-й полосой и 4-й. Здесь у нас будет выходить нить и возвращаться обратно на изнанку. Вот наши идут косички. Мы ныряем в одну из них, прям в серединку. У нас выходит сейчас игла, получается, между 1, 2, 3 и 4 вот этой полосой. Вытаскиваем. Берем наше полукольцо, ныряет в него иголочка. И теперь здесь на этой стороне нам необходимо будет с вами нырять вот 1, 2, 3, 4 полоса, и тоже здесь идет как бы косичка такая. И вот в середину этой косички нам необходимо будет нырнуть иголкой. Придерживайте колечко и уходим на изнанку. Подтягиваем ниточку. Теперь также возвращаемся сюда и ныряем в то же самое место, также в середину, где мы уже были, иголкой. Также мы выходим здесь в том же самом месте и делаем второй стежок. Вытягиваем. Можно подтянуть тот первый. Вытягиваем ниточку. И опять здесь ныряем туда же, где у нас уже была наша иголочка. То есть куда ниточка-то уходит, туда же и ныряем. И уходим на изнанку. Поправляем ниточку. И вот так получился наш второй стежок. И так далее. Мы переходим теперь только уже к следующей здесь косичке. Также ныряем иголочкой, разворачиваем, видим, что здесь мы немножко сместились. Вытягиваем нить, подтягиваем. И здесь также мы ныряем опять, только теперь с этой стороны, также в середину косички, которая здесь идет. Ныряем и уходим туда наизнанку. Подтягиваем ниточку. И сейчас все то же самое. Опять здесь мы ныряем в то же самое место иголочкой. Выходим здесь также в том же самом месте. Вытягиваем сюда нить. И здесь ныряем туда же, где у нас уже была игла. И получается второй стежок. Подтягиваем. И вот получается у нас уже 4 стежка. И таких необходимо сделать еще 4 аналогичным способом. Сдвигаемся потихонечку в сторону и пришиваем наше полукольцо. Делаем это самостоятельно и там с вами увидимся. Итак, я пришила свое полукольцо до конца. Кончик теперь также мы прячем сюда его под ножки столбиков или под петельки, как будет удобно, и лишнее можно обрезать. Также его можно подраспустить и более тонким здесь везде продеть и уже отрезать лишнее. Эта боковинка у нас готова. Мы сшили детали и пришили полукольцо. Теперь то же самое необходимо проделать и с этой стороной. Предлагаю сделать это самостоятельно. И увидимся с вами уже здесь для крепления нашего замка. Итак, я сшила свою вторую боковинку и основную часть и пришила полукольцо. Спрятала кончики. И теперь мы можем приступать
к оформлению нашего клапана. Для начала я сейчас уберу вот этот кончик, который у нас остался, с помощью иголочки. Также я вставляю кончик в иголку. Здесь я немножко подтянула петельку. И сейчас буду опускаться прямо вниз, сюда под первый зубчик. Протаскиваю ниточку, поправляю, чтобы она была ровненько по краешку. И теперь можно ее распустить, чтобы в клапане не было никакого уплотнения. Итак, берем эту ниточку, вставляем также в иголочку. И теперь аккуратненько здесь по изнаночной стороне протаскиваем под вот этими петельками, прям по самому краю. Ныряем вот так иголкой и утягиваем. Старайтесь, чтобы только ниточка не распустилась дальше здесь, где она у нас была в самом верху. И аккуратненько так спускаемся дальше. Ныряем дальше иголочкой и проходим вдоль всего полотна. За счет этого здесь нет никакого уплотнения, и при этом мы прячем кончик. Можно пройтись так до самого конца, или сколько у вас осталось ниточки. Я спрятала свой кончик, и теперь мы можем перейти к установке замка. У меня будет замок вот такой, зажимной. Крепится он достаточно просто. Нам сейчас необходимо будет эту часть немножко разжать, просто с помощью ножниц. То есть мы ее разжимаем до того размера, чтобы у нас она влезла в клапан. Максимально легко. В эту сторону и в эту сторону. Теперь нам необходимо определиться, где же будет наш клапан закрываться. То есть я оставляю здесь совсем небольшие отверстия, чтобы крышечка у сумочки была максимально плоской. И определяюсь с местом для установки замка. Мой клапан получился 15 сантиметров, то есть 7,5 сантиметров это моя середина. От нее я и буду отталкиваться. То есть это где-то вот здесь. Я посчитала по петелькам, у меня здесь 12 петелек и здесь 12 петелек, а остальное занимает ширина моего замочка. То есть мой замочек будет приблизительно вот здесь. Я сейчас вдела клапан, и мне остается только зажать, чтобы зубчики насквозь пронзили полотно. Это можно сделать просто с помощью рук. Глядите, чтобы при сжатии с полотном замок никуда не съезжал. И чтобы замочек ваш не деформировался и не помялся. Итак, как только окончательно вы закрепили свою верхнюю часть замка, теперь нам необходимо найти место для ответной части замка. Для этого мы сейчас с вами раскрываем усики. И сейчас нам необходимо надеть замочек, примеряем, намечаем, и сейчас будем ее крепить. То есть где-то здесь смотрим, чтобы это было все ровно. Опять же, замеряем линеечкой расстояние или приблизительно считаем по петелькам. Теперь мы с вами этими усиками ныряем прямо в полотно насквозь. Итак, я пропихиваю до конца в нужное место, и мои зубчики здесь вылезают. Итак, теперь можно закрыть сумочку, только аккуратно, чтобы у нас не выскочила ответная часть, и посмотреть, все ли у нас гармонично и ровно. И теперь нам необходимо закрепить нижнюю ту часть ответную. Для этого мы берем нашу пластинку, которая у нас идет в комплекте с замочком, и нам необходимо положить пластинку таким образом, чтобы наши зубчики, которые мы будем сейчас загибать, они ее схватили, и, соответственно, замок будет прикреплен. Мы придерживаем эту пластинку, которая у нас там внутри, прям придавливаем ее, и с помощью ножниц прям давим на эти усики, чтобы они загнулись и захватили эту пластинку. Это лучше сделать с опорой на стол, например. И вот таким образом у нас загибаются усики,
Предлагаю сделать это самостоятельно. Итак, я закрепила свои усики, закрываю замочек. Итак, мой замочек уже готов. И осталось только прикрепить сюда цепочку или ремень, который будет у вас. С помощью карабинов мы надеваем цепочку на полукольца. Вот такая сумочка у меня сегодня получилась. Надеюсь, вы тоже справились. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем все подскажу. А также делитесь своими работами в других соцсетях. Мне будет очень приятно. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. Также у меня есть видеоуроки и на другие сумочки. Они сейчас появились перед вами. Переходите скорее и вяжите с удовольствием. А на этом все и пока-пока.